Больница тихо стояла на краю национального леса Орегона, укрытая между деревьями, обремененными снегом и извилистыми дорогами, которые едва попадали на карты. Внутри, в комнатах 2 и 14, все было как всегда. Тускло освещено, редко используемо и упоминаемо лишь шепотом среди ночного персонала. Никто не мог объяснить, почему, но пациенты, помещенные в эти комнаты, редко выздоравливали. Там было холодно так, что холод ощущался даже при включенном отоплении. Одни называли ее комнатой тишины, другие просто избегали ее. Той зимой Аракуин, семилетняя и тихая, словно падающий снег, была привезена в комнату 214. Ее кожа была бледной, почти прозрачной, а дыхание едва колыхало пластиковую трубку рядом с ней. Несколько дней она не говорила, не моргала на свет или звук. Ее мать Мара, бывшая учительница начальной школы, которая отказалась от всего, чтобы сидеть рядом с дочерью, перестала задавать вопросы и начала считать вздохи. Это было все, что казалось реальным. За окном медленно кружился снег, машины гудели тихо и ровно. Воздух был наполнен тяжестью ожидания. Никто не ожидал того, что произошло дальше. Не тогда, когда в конце коридора появилась черно-белая фигура. Тихая, низкая и движущаяся с тревожной целеустремленностью. Камеры наблюдения не зафиксировали, откуда она взялась. В один момент коридор был пуст. В следующий. Там стоял этот силуэт. Словно его привлекла сила в непонимание, как будто вызванная молчаливой мольбой Ары. Бродячая немецкая овчарка, промокшая от талого снега, с глазами, сверкающими необычайной осознанностью, остановилась перед комнатой 214, а затем, словно по зову, вошла внутрь. Коридор у комнаты 214 давно считался самым тихим местом в больнице. Даже опытные медсестры избегали задерживаться там. Поэтому, когда черно-белая фигура появилась в конце коридора, промокшая, тихая и уверенная, никто не остановил ее. Камерон, ночная медсестра, была первой, кто увидел собаку. Пёс шел спокойно, словно принадлежал этому месту. Когда он прошел мимо нее, она почувствовала странное тепло в груди, словно кто-то прошептал «Пропусти его». Она пропустила. В комнате Аара Куин лежала неподвижно. Аппараты тихо пульсировали зеленым и синим светом. Мать, Мара, сидела полусонная в кресле, укрытая больничным одеялом. Дверь скрипнула, и Мара подняла взгляд, замерев на мгновение. Она не могла пошевелиться. В палате стояла бродячая собака. Это должно было ее напугать, но не напугало. 12 лет назад Мара вырастила немецкую овчарку по имени Тоби с щенячьего возраста. Он был ее лучшим другом, тенью, утешением в горе, в одиночном материнстве, во всем. Он умер всего 2 зимних сезона назад. Собака перед ней была почти точной копией Тоби. Та же шерсть, те же глаза, та же неподвижность. Когда пес посмотрел на Мару, что-то изменилось в ее груди, дыхание перехватило. Она не говорила и не двигалась, но в ее сердце что-то открылось. Она кивнула лишь один раз, словно это было все, чего собака ждала. Он тихо и уверенно подошел,
забрался на матрас с умелой осторожностью и лег рядом с Арой. Затем медленно положил одну лапу на ее маленькую открытую руку. Ничего не произошло. И вдруг произошло. Пальцы Аары слегка сжались. Ее голос прорвал тишину. «Ты действительно пришел?» Сначала никто не планировал оставлять собаку в палате. Протоколы больницы были строги, никаких животных на кроватях пациентов, особенно в отделении интенсивной терапии. Но когда Орион устроился рядом с Аарой, в комнате воцарилось спокойствие, бросающее вызов строгим правилам. Комната 214 давно перестала подчиняться протоколам. Ее перевели в паллиативную помощь всего 36 часов назад. Органы замедляли работу. Мозг почти не реагировал. Доктор Хейл сам сообщил обновление. Голос был тихим и клиническим. Мара не спорила, не плакала, лишь кивала, оцепенев. Когда появилась собака, тихое, серьезное существо с глазами, которые, казалось, понимали больше, чем любой человек в комнате, у никого не осталось сил возражать. Медсестра по имени Сиенна первой прошептала, если он то, что держит ее здесь. Пусть остается. Никто не возразил, и Орион остался. Сначала он просто лежал рядом, неподвижный, не моргая. Потом пальцы Аары начали дергаться, прозвучали первые слова, и в течение нескольких часов ее сердечный ритм стабилизировался. К утру уровень кислорода поднялся, зрачки стали реагировать. Неврологическая команда, обычно механистичная и бесстрастная, теперь стояла у двери тихо и неуверенно. «Она реагирует на что-то», — пробормотал доктор Хейл, глядя на монитор. «Я просто не знаю, на что». На вторую ночь он не колебался, когда служба безопасности выразила беспокойство из-за присутствия собаки в палате. Он сам подписал разрешение. Она умирает, если эта собака помогает. Он остается. Без вопросов. Никто больше не спрашивал. И чем дольше Орен оставался, тем более присутствующей становилась Ара. Она начала следить глазами за голосами, сжимала пальцы Мары, реагировала на свет. Это было едва заметно, медленно, но оно было. Она возвращалась. Утром третьего дня с помощью. Она села. Голос ее был еще слаб, но ясный, когда она посмотрела на Мэа и спросила: «Можно мне яблочное пюре?» Мара уронила ложку в шоке, медсестры плакали в коридоре. Никто не называл это чудом, еще нет, но впервые за несколько недель они снова начали называть ее по имени — Ара, а не ребенок из комнаты 214. Персонал останавливался у двери, некоторые прижимали ладони к стеклу не для того, чтобы проверить показатели, а чтобы быть свидетелями, потому что происходило нечто настоящее. Не исцеление, не теория, а повод надеяться. И в комнате 214 этого было достаточно. К концу недели она уже не была ребенком, которого все тихо ожидали потерять. Она часами сидела прямо, иногда рисовала карандашами, которые принесла одна из медсестер. Иногда просто смотрела в окно, а голова Ориона удобно покоилась у нее на коленях. Но что-то еще начало меняться. Сначала это было едва заметно. Только ночной персонал обращал на это внимание. Температура в комнате 214 всегда падала после полуночи, независимо от того, насколько высоко был установлен термостат. Одна медсестра утверждала, что видела, как свет в комнате гаснет без прикосновения к выключателю.
Другая клялась, что слышала тихий шепот, проходя мимо двери. Орион тоже это заметил. Он перестал спать по ночам, вместо этого сидел часами с прямой осанкой, взглядом устремленным в самый левый угол комнаты, окутанный тенями от кардиомонитора. Мара увидела это первой. Однажды ночью она проснулась и обнаружила Ориона неподвижным и напряженным. Глаза его были прикованы к темному углу. Когда она прошептала его имя, он не ответил, уши дернулись, мышцы напряглись. Он слушал. Или, может быть, ждал. На следующий день новая медсестра Ава пришла для рутинных процедур. Молодая и незнакомая, с необычной атмосферой комнаты 214, она вошла с отработанной приветливостью. «Доброе утро, Ара», — улыбнулась она. Валера заговорила раньше нее. «Эй, она не спит, как мы!» Комната погрузилась в тишину. Ава моргнула, сбитая с толку тоном девушки, спокойным, устойчивым, намного старше ее лет. Мара резко подняла взгляд со своего кресла, удивленная. Пальцы Аары медленно скользили по шерсти Ориона, ее лицо оставалось непроницаемым. Позже, в тот же день, доктор Хейл вернулся с новым набором снимков мозга. Прогресс продолжался, корковая активность увеличивалась в областях, ранее считавшихся недоступными. И на этот раз он сделал один медленный шаг, затем еще один. Он расположился между Аарой и затемненным углом. Хвост был напряжен, голова опущена. Мара проснулась, почувствовав перемену, быстро села, сердце стучало. «Ара», — прошептала она. Девочка не пошевелилась, но затем загудели лампы. Одна мигнула, потом лопнуло, стекло треснуло, комната погрузилась в слабое дрожащее темноту, и Ара начала судорожно дергаться. Ее спина выгнулась, рот открылся в беззвучном крике. Монитор завыл, сердечный ритм стал хаотичным, уровень кислорода резко упал. Мара закричала, вызвав помощь, нажала кнопку вызова, но никто не пришел. В мерцающих тенях Орион рванулся вперед. Он не ударился о стену, не промахнулся в воздухе, он ударил что-то. Звук был глубоким рычанием, вырвавшимся из глубины его существа. Аара почти не говорила. Когда ее спрашивали, она кивала, иногда улыбалась, но в ней было что-то более тихое, словно она слушала то, что никто другой не мог услышать. Мара заметила это первой, как девочка смотрела в тот же самый затемненный угол перед сном, как она медленно водила пальцами по шерсти Ориона, как перестала напевать, когда в комнате наступала тишина, но только тогда, когда собака тихо рычала. «Она изменилась», — мягко сказала одна медсестра. «Это не просто исцеление, словно она несет в себе что-то еще». Доктор Хейл начал приходить без планшета, оставался дольше, наклонялся ближе, не потому что ожидал медицинских новостей, их не было, а потому что что-то в этой комнате требовало тишины. Однажды утром Аара подняла голову из-под одеяла и спросила, есть ли у имен сила. Мара сделала паузу, держа чашку с кофе на полпути к губам. «Иногда», — ответила она медленно. «Почему?» Аара не ответила, но той ночью все повторилось. Орион первым сдвинулся, уши дернулись, хвост напрягся, свет немного потускнел, температура упала. Мара тоже закутала девочку в одеяло. «Что случилось?» — прошептала она. Ара не выглядела испуганной, она была готова. «Он вернулся», — сказала она. Орион поднялся с кровати, занял ту же стойку, смотря в угол. И тогда, не оборачиваясь, Аара произнесла: «Если я произнесу его имя, он не сможет остаться». Мара оцепенела, в сердце матери кричала: «Нет, не приглашай его, не привлекай сюда!»
но ее глаза видели спокойствие дочери и уверенность Ориона. «Какое имя?» — спросила Мара. Пальцы ребенка крепче сжали шерсть Ориона, она прошептала звук. Резкий, прерывистый, словно разбитое стекло и древний камень. Это не был английский и не был знакомый ей язык. Свет потускнел еще сильнее, воздух стал резким и холодным. И Орион залаял. Не так, как раньше, а громко, разрушительно, повелевающе, яростно. Тишина была нарушена, что-то поднялось, словно воздух сжали и внезапно отпустили. Аара задыхалась и откинулась на подушке, дрожание от страха, а от усталости. Мара поспешила к ней. «Что ты сделала? Что это было?» Ара медленно открыла глаза, голос был мягким, но твердым. «Я сказала то, что он не хотел, чтобы я знала». «А что было, а?» — спросила Мара. «Его имя», — ответила Ара, — «и теперь он не сможет скрыться». Орион вернулся на кровать, свернулся рядом, лапа защитно лежала на ее груди, и комната наконец-то почувствовалась теплой. В тихие дни после той ночи все изменилось. Комната Аары стала больше, чем больничной палатой. Она превратилась в место, которое никто не мог объяснить. Ее выздоровление документировали и измеряли, но так и не поняли. Врачи использовали термины «спонтанная ремиссия», «неврологическая реактивация», «неожиданная клеточная регенерация», но все знали, ни одно из этих слов не объясняет, что произошло в комнате 214, и никто не мог объяснить Ориона. Поэтому они перестали пытаться, а просто наблюдали, как Ара переходила от комы к сознанию, от молчания к улыбкам, как ее тело исцелялось быстрее, чем кто-либо мог предположить, и всегда рядом был Орион. Тихий, охраняющий, присутствие, которое больше не ставили под сомнение. Однажды днем, за несколько дней до выписки, доктор Хейл сел рядом с Марой, держа в руках запечатанный конверт. Это оставили анонимно на стойке регистрации. Мара медленно открыла конверт. Внутри была старая, выцветшая фотография. Девочка не старше Ары стоит на снегу рядом с немецкой овчаркой. Не просто собакой, им. Те же глубокие глаза, те же стоячие уши, та же гордая поза. Никто не обращал на это внимания. Каждый раз, когда он появляется, каждый раз, когда исчезает после этого. «Но почему?» — Мара прошептала. «Почему сейчас?» Ответ она дала себе позже вечером. «Он пришел не за мной», — сказала она. «Он пришел, потому что оно вернулось». «Тень?» — спросили ее. Она кивнула. Она старая и ждет в тихих местах. Там, где люди перестают верить, что их увидят, тогда она питается. В день выписки коридоры больницы были необычайно тихие. Ара медленно шла, завернутая в розовое пальто, Орион рядом. Персонал молча провожал ее взглядом. Ни аплодисментов, ни речей, только почтение. У выхода Мара повернулась к доктору Хейлу. «Он пойдет с нами?» Доктор Хейл посмотрел на собаку, затем на Аару. «Он пришел за ней?» «Думаю, он останется, пока она не будет больше нуждаться в нем». Аара опустилась на колени, прижав лоб к Ориону. «Ты меня помнишь?» — прошептала она. И, возможно, он помнил. Возможно, они встречались раньше, в другой жизни, в другой битве, в другой комнате, где ребенок ускользал. Может быть, некоторые духи возвращаются не как призраки, а как стражи. А может, любовь, когда она достаточно глубока, преодолевает время, плоть и даже виды. Орион стоял молча, как всегда. Он не вилял хвостом, не лаял, но шел рядом с ней,
Не как домашнее животное, не как терапевтическая собака, а как нечто древнее, нечто вне времени. И в тот последний момент, когда двери открылись и они вышли на свет, Мара обернулась в последний раз. Комната 214 стояла тихо, но как-то иначе. Не совсем так, как прежде.